Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ирмина. Я рада вас приветствовать на своем канале. На просторах интернета я нашла замечательную идею для вязания жакета. Данный вариант жакета подойдет, конечно же, не всем. А мне данная модель понравилась. А вам? Напишите ваше мнение в комментариях под этим видео. Если очень много будет желающих связать, я, возможно, сниму попетельный подробный мастер-класс, разработанный мной специально для начинающих рукодельниц. И будем с вами вязать вместе. Для вязания жакета я вам рекомендую присмотреться к пряже «Лето» от Color City и пряжа Baby Cotton. Ссылки на пряжу, на интернет-магазин и свой промокод я вам оставлю в описании под этим видео. Промокод на скидку, размер скидки 5% на любой заказ пряжи, за исключением некоторых товарных позиций. Экономьте вместе с нами. А теперь я хочу вам показать мастер-класс по вязанию узора. Давайте свяжем его вместе. После окончания мастер-класса вязания узора приглашаю вас посмотреть каталог мастер-классов по вязанию плечевых вещей крючком и спицами. Выберите любую модель, которую вы хотите связать, и в комментариях под этим видео напишите мне название проекта. Я вам отвечу, каким образом получить мастер-класс на любую модель из каталога. Мастер-классы формат видео и разработаны мной специально для начинающих вязальщиц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Образец узора я вяжу из пряжи «Лето» от Color City. Состав пряжи 75% хлопок, 25% микрофибра. В 50 граммах 350 метров. Крючок для вязания я выбрала номер 2. Раппорт узора 4 петли, 2 ряда. Для образца мы набираем с вами 18 воздушных петель плюс 1 петлю для удобства вязания. Количество воздушных петель должно делиться на 4. Плюс 2 петли дополнительно для симметрии узора. У нас с вами получается 4 раппорта по 4 петли и 2 петли для симметрии и 1 петля для удобства вязания. Общее количество петель 19. Цепочку из 19 петель набрали, приступаем к вязанию первого ряда. 1 воздушная петля подъема. Во вторую петлю, получается, от конца цепочки провязываю первый столбик без накида. Раппорт узора начинается с первого столбика без накида. В следующую петлю второй столбик без накида. 2 воздушные петли. Пропускаю 2 петли цепочки. 1, 2 и в основании 3 петли провязываем следующий раппорт. Раппорт узора начинается с первого столбика без накида. В следующую петлю провязываем второй столбик без накида, 2 воздушные петли. Значит, раппорт узора заканчивается второй воздушной петлей. Пропускаю 2 петли цепочки, 1, 2. В третью петлю провязываем столбик без накида, начало раппорта. В основу раппорта входит 2 столбика без накида, провязываем второй столбик без накида. Также входит в основу раппорта 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли цепочки в третью столбик без накида. Значит, связали столбик без накида, второй столбик без накида, 2 воздушные петли. В третью петлю цепочки пропускаем 2. 1, 2, 2 петли пропустили. В третью вяжем первый столбик
без накида. И в следующую петлю второй столбик без накида. Здесь у нас петли немножко остались, так как я набирала дополнительно несколько петель. Все, связали с вами 4 раппорта и петли для симметрии. Давайте посмотрим, как здесь определяются раппорты. Специально объясняю подробно для начинающих вязальщиц. Будем ориентироваться с вами вот на эти цепочки. Раз цепочка из 2 петель, 2, 3, 4. Вот, у нас всего получилось 4 раппорта. При вязании туда и обратно мы всегда начинаем и заканчиваем ряд одинаково. То есть, если мы начали вязать с 2 столбиков без накида, значит и заканчиваем ряд, провязываем 2 столбика без накида. При вязании по кругу вот эти 2 столбика без накида вы не вяжете. Заканчиваете ряд, провязываете 2 цепочки из 2 воздушных петель и соединяете вот эти 2 воздушные петли с первым столбиком без накида. Это в случае вязания узора по кругу. Данный вид узора прекрасно вяжется прямыми и обратными рядами и также по кругу. Дорогие мои, я специально подробно все объясняю, так как на моем канале очень много начинающих вязальщиц, которые только-только учатся вязать крючком. Вяжем второй ряд раппорта. Цепочка из 3 воздушных петель. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика без накида под косичку ввожу крючок. Это значит под переднюю заднюю стенку снизу. Провязываем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Раз, 2. Вершину первого столбика без накида ввожу крючок под косичку. Вяжем столбик с одним накидом. Вершину следующего второго столбика без накида предыдущего ряда провязываем второй столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. Раз, 2. У нас раппорт здесь также начинается. Начало раппорта. Первый столбик с одним накидом. Значит, в основу раппорта входит 2 столбика с одним накидом. Провязываем их. И 2 воздушные петли. Все. Связали с вами один раппорт. Приступаем к вязанию следующего. Раппорт узор начинается со столбика с одним накидом. Провязываем вершину столбика без накида, второй столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. Все. Закончили с вами вязать 4 раппорт. И вяжем 2 столбика с одним накидом. Вершину каждого столбика без накида предыдущего ряда. Это у нас будут столбики для симметрии узора. Мы их вяжем только в том случае, если узор вяжется прямыми и обратными рядами. Если вяжете по кругу, вот эти 2 столбика провязывать не надо. Все, связали с вами раппорт узора. Раппорт узора состоит в ширину из 4 петель, в высоту всего лишь 2 ряда. Давайте вместе с вами свяжем 3-й ряд. 3-й ряд – это первый ряд второго раппорта. 1 воздушная петля подъема. Вершину первого столбика с одним накидом под косичку всегда ввожу крючок. Вяжем столбик без накида. Вершину второго столбика под косичку провязываем второй столбик без накида, 2 воздушные петли. Все, связали первый раппорт, приступаем к вязанию второго. Опять же, вершину столбика под косичку провязываем столбик без накида, второй столбик без накида, 2 воздушные петли. Вяжем следующий раппорт. Раппорт узора начинается с первого столбика без накида. Второй столбик без накида. Заканчивается раппорт второй воздушной петлей.
2 воздушные петли и вяжем 4-й раппорт, провязываем вершину столбика с одним накидом, столбик без накида, 2-й столбик без накида, 2 воздушные петли. Все, связали мы с вами 4 раппорта. И далее мы провязываем 2 столбика без накида для симметрии узора. Здесь мы столбик без накида провязываем в 3-ю петлю подъема. Смотрите, 1-я петля, 2-я, 3-я. Вот в основании 3-й петли столбик без накида. Все. Связали с вами 3-й ряд. Это 1-й ряд 2-го раппорта. Для того, чтобы продолжить вязание, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания 2-го ряда. Вот он, там, где мы с вами вязали квадратики. И вяжите вместе со мной, все время повторяя со 2 по 3-й ряд включительно. Если будете вязать данную модель жакета, либо решите связать кардиган, джемпер, получится у вас очень модный, стильный. Пробуйте, вяжите самостоятельно. Если у вас есть желание, чтобы я сняла мастер-класс, пишите мне. Хочу связать данную модель жакета. Можете написать, что вам он понравился в комментариях. В общем, напишите что-нибудь, что вы думаете о данной модели, которую я вам представила на обозрение. Хотели бы вы такой связать, не хотели бы, нравится, не нравится. Все вкусы у нас с вами разные. Но я для себя рассмотрела этот вариант как летний вариант жакета, когда на улице не очень жарко, прохладно, дует такой слабый ветерок. Почему бы его не надеть и не носить вместе, допустим, поверх футболки либо топа? Будет смотреться стильно, интересно, по-современному, ну и не как у всех, конечно же. Будет много желающих связать, я с удовольствием сниму для вас подробный попетельный мастер-класс. А мы с вами, как вы уже знаете, кто со мной вяжет, вяжем на любой размер одежды, на любой возраст. Размер для нас не имеет значения. И сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог всех моих попетельных мастер-классов по вязанию крючком и спицами. Выбирайте модель и вяжите вместе с нами. Каталог мастер-классов. В описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете 2 ссылки, где проходят победительные мастер-классы. Или вы можете, выбрав модель, сразу же в комментариях мне написать «Хочу связать». Далее пишите название проекта, и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы. Приглашаю вас связать блузку, тунику или платье. Название проекта «Крокус». Крокус вяжется крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 вещи. Мастер-класс очень подробный, наглядный и состоит из 6 видеочастей. Вяжем крокус на любой размер, от 42 до 56 размера. Размеры я указала российские. Жду вас на мастер-классе. Будем вязать вместе. Следующая модель. Вяжем блузку жасмин на любой размер. По одному мастер-классу вы можете связать 3 вещи. Летний топ, блузку, либо тунику с рукавом 3/4 или длинным рукавом, кому как больше нравится. Видео мастер-класс очень наглядный и подробный. Блузку вяжем сверху вниз, по кругу, без швов. Также в мастер-классе я показываю, как вяжется по кругу каждый ряд узора. Всего здесь 3 вида узоров. И получается, что мастер-класс состоит из 10 частей. Очень наглядный, подробный, специально разработанный мной для начинающих вязальщиц, которые учатся вязать крючком. Если вам понравилась данная модель блузки, пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать жасмин». Следующий проект. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана, жакета. Название проекта «Облака». Интересная модель. Вяжется сверху вниз. Реглан. Без единого шва. Можно связать на любой размер, который вы носите.
Пряжа для вязания может быть любая. Это может быть однотонного, либо секционного окрашивания. Летний вариант и демисезонный. Данную модель кардигана можно носить круглый год. Мастер-класс «Облака» очень наглядный, подробный. Состоит из 7 частей. Формат видео. Если у вас есть желание связать жакет, кардиган, название проекта «Облака», пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать облака». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на мастер-класс. Будем с вами вязать блузку, кофточку. Название проекта «Любимка». Эта модель нравится очень многим рукодельницам, и многие уже из вас ее связали. Мастер-класс состоит из 8 частей. Вязание сверху вниз. Здесь я показываю, как вяжется росток, подрезы. В общем, разбираем все элементы вязания. Мастер-класс видеоформат, наглядный, разработан мной для начинающих рукодельниц. Если вам понравилась данная модель блузки, в комментариях под этим видео напишите «Хочу связать любимку». Не менее очаровательная блузка, которая вяжется крючком, регланом сверху вниз. Название проекта «Белоснежка». Мастер-класс состоит из 6 частей, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Блузка «Белоснежка» вяжется не очень сложно, можно связать на любой возраст и размер. Она не очень сильно просвечивает. Есть желание связать, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Белоснежку». И я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Замечательная модель под названием «Незабудка». По одному мастер-классу можно связать жакет или кардиган. Мастер-класс очень подробный, наглядный, разработанный мной специально для начинающих вязальщиц. Состоит из 9 частей. Формат видео. Жакет «Незабудка» можно связать на любой размер и на любой возраст. Может быть летний вариант и демисезонный. Все зависит от того, какую пряжу для вязания вы выберете. Модель жакета с вточным рукавом. Модель жакета классическая. Подойдет абсолютно всем. Такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. Если у вас есть желание связать жакет «Незабудка», либо кардиган, пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать незабудку». Приглашаю вас на мастер-класс. Название проекта «Васильковое поле». Вяжем летнюю кофточку, футболку. Кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст, так как она не просвечивает. Мастер-класс продуман до мелочей. Идеально подходит для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать плечевые вещи. Присмотритесь к этой модели. Мастер-класс видеоформат состоит из 6 частей. Данную модель кофточки свяжет любая начинающая. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео «Хочу связать васильковое поле». Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки, туники. Можно связать топ. Название проекта «Великолепный ананас». Данная модель связана крючком. Вяжется она снизу вверх. Круглая кокетка. Можно связать абсолютно на любой возраст и размер. Мастер-класс настолько подробный, что справится даже начинающая вязальщица. Мастер-класс состоит из 11 видеочастей. Особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам-рукодельницам, которые только-только учатся вязать крючком. По одному мастер-классу можно связать 3 изделия: топ, тунику, кофточку. Название проекта «Великолепный ананас». Также в мастер-классе я показываю, как выровнять низ изделия. Есть желание связать данную модель? Пишите «Хочу связать великолепный ананас», и я вам дам ссылку на мастер-класс. Приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели, которая подойдет всем. Можно связать на любой возраст, на любой размер.
Название проекта «Айсберг». Вяжем джемпер, пончо крючком. Вяжется здесь модель интересным способом, а как вязать, я вам все подробно показываю в 3 частях видео мастер-класса. Есть желание связать? Пишите мне в комментариях под этим видео. Хочу связать айсберг, и я вам отправлю ссылку на мастер-класс. Далее будут проекты, связанные спицами. Приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки. Название проекта «Листья Брунелла». Мастер-класс состоит из 6 видеочастей, где я наглядно показываю, рассказываю, как вяжется джемпер по кругу и без швов. Очень уникальная техника вязания. Мне кажется, вам она настолько понравится, что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи. Есть желание связать? В комментариях напишите «Хочу связать листья Брунелла». Приглашаю вас связать джемпер спицами. Название проекта «Карамелька». Можно связать на любой возраст, также на любой размер. Мастер-класс очень подробный, наглядный, состоит из 4 частей. Формат мастер-класса видео, видеофайлы. В этом мастер-классе я вам покажу интересную технику вязания. Можно связать данную модель джемпера по кругу, прямыми обратными рядами. Мы вяжем с вами без швов. Есть желание присоединиться к вязанию? Пишите «Хочу связать карамельку». И я вам дам ссылку на мастер-класс. Благодарю, что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца. Все мастер-классы видеоформат, победительные, наглядные для начинающих. Есть желание связать? Находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Если не найдете ссылки, пишите в комментариях под видео «Хочу связать» и далее пишите название проекта, который вам больше всего понравился. Это не все мастер-классы, которые у меня есть. Каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями. Также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами. И будем с вами продолжать творить красоту, создавать уникальные вещи своими руками.